Приветствую зрителей и подписчиков канала. Сегодня расскажу о самых заметных потерях мая 2024 года. В Москве на 88-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Казахской ССР, актер и режиссер Вадим Григорьев. Вадим Григорьев ушел из жизни 1 мая в своей квартире на Биберевской улице. Утром сын Вадима Борисовича пришел проведать отца и обнаружил его мертвым. Предварительная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность. Вадим Борисович Григорьев родился 28 июня 1936 года. Он окончил режиссерский курс ГИТИСа. В качестве главного режиссера был приглашен в Ташкентский русский ТЮЗ. В 2012 году он ушел на заслуженный отдых. Вадим Борисович был членом Союза театральных деятелей РФ, он был удостоен множества наград. В 48 лет скончалась актриса сериалов «Солдаты», «Остров любви» и «Час Волкова» Галина Давыдова. Сердце актрисы остановилось 3 мая. О трагедии сообщило руководство ГИТИС. Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Давыдова, говорится в некрологе. Галина Евгеньевна Давыдова родилась 12 октября 1975 года в Советской Тульской области. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, вокальный факультет музыкального училища имени Доргомышского, а также ГИТИС и его аспирантуру. Давыдова дебютировала в кино в 1983 году. Первой ее работой стал фильм «Житейское море». Затем актриса сыграла в комедии «Особенности банной политики» или «Баня 2». В 3 сезонах сериала «Час Волкова», сериалах «Солдаты» и «Остров любви». Актриса являлась доцентом, кандидатом педагогических наук. Галина Евгеньевна была лауреатом международного конкурса во Франции. Причина смерти – инсульт. Британский актер Бернард Хилл умер 5 мая в возрасте 79 лет. Артист известен по роли капитана в «Титанике». Хилл, родившийся в Манчестере, снимался во многих британских телесериалах, но к середине 1990-х годов стал чаще появляться в кино. Одной из его первых прорывных ролей стала драма 1995 года «Призрак и тьма» с Вэлом Килмером и Майклом Дугласом. Затем Хилл сыграл обреченного на гибель капитана Смита в «Титанике». Причина смерти пока не названа. Бернард был женат на актрисе Марианне Хилл, с которой у него есть общий сын Габриэль. Исполнительница русских народных песен и песен советских композиторов Зинаида Кириллова скончалась в Москве 5 мая. Ей было 93 года. Зинаида Кириллова родилась 30 апреля 1931 года в селе Шадрино Пензенской области. В 1960 году окончила музыкальное училище имени Ипполитова Иванова и стала солисткой москонцерта. Певица гастролировала в Советском Союзе, а также побывала более чем в 30 странах. На фирме «Мелодия» записала 4 диска. 7 мая на 54-м году скончалась заслуженный мастер спорта России, 17-кратная чемпионка мира, 16-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России по армрестлингу Виктория Габакова. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания. 10 мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов РФ Владимир Юрьевич Жариков. В фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Жариков трижды участвовал в трюках. Заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную в окно и Фокса в сценах драки. В Союзе кинематографистов отметили, что в 1980-е Жариков основал школу каскадерского мастерства в Одессе, а затем преподавал в Московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер». Творческая биография Жарикова насчитывает более 80 работ, среди которых роли в фильмах «Д'Артаньян» и «Три мушкетера», «Пираты XX века», «10 негритят» и другие.
В кино СССР и России снимается и снималось много актеров и каскадеров, которые отслужили в военной разведке, разведывательно-диверсионных подразделениях и принимали участие в боевых действиях. Но имя Владимира Жарикова стоит особняком в этом списке. Хотя бы потому, что в кино он пришел после того, как выполнил свой интернациональный долг во вьетнамских джунглях. Актер служил в спецназе ГРУ СССР. 18 мая 2024 года на 33-м году жизни скончался известный российский спидвейный гонщик Андрей Алексеевич Кудряшов. Его имя навсегда останется в истории отечественного и мирового спидвея. Чемпион мира среди юниоров в командном зачете, многократный чемпион России, бронзовый призер Кубка мира. Его достижения говорят сами за себя. Дебют Андрея в командном чемпионате России состоялся 29 мая 2008 года, когда он выступил в гонке против команды «Восток». В 2013 году он стал капитаном сборной России после отказа лидеров команды от участия в Кубке мира и с тех пор ежегодно представлял страну на международной арене. К сожалению, в 2023 году Андрей был вынужден завершить свою карьеру из-за проблем со здоровьем. Ему был поставлен диагноз рак кожи, гонщику ампутировали левую ногу. Несмотря на все усилия и борьбу с болезнью, 18 мая 2024 года Андрей Кудряшов скончался после продолжительной болезни. 19 мая на 88 году ушла из жизни певица и педагог, народная артистка Башкортостана, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Галия Султанова. Галия Калимуловна Султанова родилась 16 февраля 1937 года в селе Лаклы Салаватского района. В 1960 году окончила с отличием Свердловское музыкальное училище имени Чайковского. Работала солисткой Башкирской государственной филармонии. С 2003 года преподавателем Уфимского училища искусств. 22 мая не стало заслуженной артистки России Елены Муратовой. Актриса скончалась на 93-м году жизни. Институт современного искусства, в котором Елена Петровна преподавала в последние годы, разместил на своем сайте некролог, подписанный ректором Ириной Сухолет. Муратова пришла в учебное заведение 20 лет назад и была профессором одной из ведущих кафедр театрального искусства. Елена Довлатбекова дебютировала в кино в 1955 году небольшой ролью в картине «Шарф любимой». На съемках она познакомилась с Раднером Муратовым, который переживал расставание с одной из первых красавиц советского кинематографа Изольдой Извицкой. Между артистами начался роман, который быстро завершился свадьбой. Елена взяла фамилию мужа и родила в сентябре 1956 года сына. Леонид остался единственным ребенком Раднера Муратова, звезды «Джентльменов удачи» Василия Алибабаевича. Брак Елены и Раднера был коротким, через несколько лет супруги расстались. Актриса больше не выходила замуж, отдав все силы театру и студентам. Елена Петровна предпочитала не афишировать причины развода, и лишь через много лет стало известно, что разрушила ее брак. Раднер Муратов не сумел преодолеть зависимость, которую сегодня назвали бы игровой. Он постоянно играл на скачках, теряя крупные суммы, и не мог отказаться от этого пристрастия. После развода артист распродал все, кроме книг, и жил в нищете. Когда актер попал в клинику после инсульта, Елена Петровна и Леонид навещали его. Однако Раднер в какой-то момент отбросил продукты, которые принес сын, настолько невыносимо было ему выглядеть жалким и беспомощным. Вскоре у Муратова стала прогрессировать болезнь Альцгеймера, от которой по сей день не существует эффективного лечения. Он ушел из дома, скитался около 2 месяцев и умер в психиатрической клинике 20 лет назад. Елена Муратова после развода продолжала сниматься и играть в театре. Снялась в 46 картинах, среди которых «Седьмое небо», «Дни хирурга Мишкина», «Стрепуха», «Ви». 28 мая ушел из жизни Богдан Козак, советский и украинский актер театра, кино и телевидения, режиссер. Народный артист Украинской ССР скончался в родном Львове. Богдан Николаевич Козак родился в 1940 году.
Служил в Львовском национальном театре. Был академиком, профессором, деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета. На экране дебютировал в 1973 году, сыграл националиста Ареста в исторической драме Одесской киностудии «До последней минуты». Осачиев в «Государственной границе», Битнер в драме «Прошедшее вернуть» и другие проекты. Причина смерти не называется. 29 мая ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище 1 июня 2024 года. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» провожали в последний путь семья, друзья и поклонники. Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны мамы с мужем, которого скрывала. Молодой человек, судя по всему, стал для Анны настоящей поддержкой и опорой. Поженилась пара 2 года назад, торжество прошло тайно. На траурной церемонии супруг не отходил от 28-летней возлюбленной, на которой от горя не было лица. Облаченная в траурные одежды, старшая наследница актрисы прятала опухшие от слез глаза за черными очками. Старенькая мама Анастасии похоронила всю свою семью. В 2014 году скончался ее муж Юрий. Следом Валентина Борисовна похоронила сына Святослава. Он работал режиссером монтажа в Астрахани и умер от перитонита в возрасте 52 лет. И вот теперь смерть забрала у 81-летней пенсионерки дочь. Убитая горем женщина тихонько плакала. Более 5 лет Анастасия Заворотнюк боролась с раком мозга. Все эти годы рядом с ней был третий муж Петр Чернышов. Он делал все возможное и невозможное, чтобы облегчить ее страдания. Они испробовали все современные и инновационные методы лечения. Петр боролся за каждый день жизни своей Насти. Лечение стоило безумных денег. Чернышов стал больше работать, не щадя себя, чтобы покрыть все расходы. На траурной церемонии вдовец впервые прервал молчание и сказал, обращаясь к поклонникам: «Ваша любовь, она давала всегда силы. Уверен, что Настя видит сейчас это сверху и радуется, что все будет хорошо. Спасибо вам большое». А за несколько минут до того, как гроб с телом актрисы опустили в землю, Чернышов встал на колени и заплакал. Покидая кладбище, Петр поцеловал крест на могиле жены. Собравшиеся на Троекуровском кладбище отметили, что Петр сильно похудел и буквально почернел от горя. Анастасию похоронили на аллее актеров. Свой последний приют она обрела рядом с могилами Валентина Гафта, Андрея Мягкова и певца Юрия Шатунова. Поначалу появилась информация о том, что актрису могут проводить в последний путь на Анкудиновском кладбище, где покоятся ее папа и брат, но потом было принято решение похоронить звезду сериала «Моя прекрасная няня» на Троекуровском. А прощание провести в Покровском монастыре, месте паломничества верующих. Именно сюда они приезжают, чтобы поклониться мощам святой Матроны Московской. Могила Заворотнюк утонула в цветах. Там поставили большой деревянный крест и цветное фото артистки.